Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем качать, наконец-то, наконец-то, Волка Джека на 12 уровень, открывать легендарные сундуки и выбивать на него первобытный инстинкт, а если повезет, нам еще на фламингах, Ай, забыл, забыл, как называется птица новая, это Трави. Ну ладно, как говорится, потом вспомню, ладно, погнали качать, в общем, Волка, все. Волк вперед, как говорится, тащить. Павлин, вспомнил. Будем, если повезет, то на Павлина выпадут жетоны. А это значит будет, что мы его тоже когда-нибудь прокачаем и очень быстро. Ну, вот он. 12 уровень смайли, который мы никогда не возьмем, потому что у нас тут 12 тысяч монет, обойдемся. 850 хпшечки накидываются. Почти 6,5 у нас хпшки, это что, почти там ровно будет 6,5 хпшки. Вот он, красавчик. По поводу вот этого всего, которое нужно до 13 уровня. Стоит оно как бы не очень дорого, поэтому мы, наверное, сейчас возьмем, потому что все равно придется открывать первобытный инстинкт. Тут без вариантов. Фух, наконец-то волк станет имбой и всех затащит. Именно так, надеюсь. Играл только что на волке. Ну, тяжело. Когда контролит, прям тяжело. Ну что есть. Вот он, прекрасный первобытный инстинкт. Ячейка взята. И сейчас мы будем открывать. Я надеюсь, выпадет на него, потому что других первобытных инстинктов у меня сейчас доступных нету. То есть я как бы могу открыть, но их, по идее, нету. Ну и бомбочку. Фулл атрибуты, не знаю, стоит брать, не стоит. Посмотрим по ходу волка, того, как он будет себя чувствовать. Потому что, смотрите, копье уже нет смысла брать. Она на него и не дают, что ли? Зажали на копье атрибут. Да, не, гляньте, зажали. Зажали, дали лук и бомбу, да? Блин, а тут так-то надо. А сколько? 40%, да? 38, тогда не надо. Ну, тут уже мало начинает давать. По бомбе тоже как бы 2% перезарядки. 5% дальности. Неплохой вариант, надо взять. Ну, по сути, нечего сейчас вкладывать в атрибуты, поэтому оставляем волка таким. И идем открывать легендарные сундуки. У нас же сейчас, кстати, золотая лихорадка, да я подзапотел. Выполнил вот эту вот штучку, да. Сейчас заберем скин, которого нет. Опа! Ну и открываем легендарный сундук. Это первый будет. Еще, наверное, парочку за гемы точно откроем. Конечно, кенгуру, на него же жетонов мало. Конечно! Кстати, видите две награды? И видите, что уже все, да? Выпали жетоны, выпали монетки. А это значит, скорее всего, что с очень огромным, большим шансом сейчас выпадет первобытный стиль. Сейчас мы это узнаем. Да, видите, еще одна награда есть. Кстати, на Рави выпадает хилочка. 2 хилочки. Но я пока не знаю, стоит на них не использовать эти штуки на Рави. Пока персонаж еще непонятный. Ну, такие дела. Ладно. Время пришло. Открываем. И анимация не показывает. Гады! Просто гады! Это ж надо было такой момент испортить. Это уже, знаете, не первый раз такое. Это раз, наверное, из 10 так 7 или 5 было. Что анимацию не показывали. Парам-парам-пам. И вот он, первобытный инстинкт на волка. Эх, какой красавчик. А блин, сейчас бы на весь экран-то посмотреть, красивенько. Но нет, не сегодня. Ну что, первобытный инстинкт взят, и как-то неожиданно мы закончили открывать легендарные сундуки. Да, неожиданно. Ну, судя по тому, что я вряд ли качну Павлина до 12 уровня, мы сейчас тогда, наверное, откроем еще парочку легендарных, только перед этим пооткрываем у персонажей, у которых первобытный инстинкт бесполезный, ну, чтобы его выбить было, возможно, да? Когда Джек воет, противники в радиусе действия начинают бояться, у них ослабляется... Чего? Они что, переделали? А раньше было же другое. Или я так давно не смотрел на первобытный инстинкт, что изменилось? В общем, не знаю, ребятки, что как оно будет. Поэтому сейчас просто открываем первобытные инстинкты. Ну, я открою сейчас их быстренько, за секунду. А потом еще откроем парочку легендарных сундуков. Ну что ж, ребятки, мы продолжаем. Я открыл последние первобытные инстинкты. Это были на Яру и на Тони. Сейчас мы будем их выбивать через легендарные сундучки. Да, именно так. Для этого придется, конечно, потратить гемы. Но что поделать? Что поделать? Контент надо мутить. Итак, вот они. Сундучки, 60%. Как говорит, может выпасть, а может и не выпасть. Открыть легендарный ящик. Давайте, поехали. На зебру, кстати. Ну, на зебру, кстати, очень много упало. Везучий персонаж. Но первобытного инстинкта, как вы видите, не будет. Да. И халат медицинский выпадает у нас на... Жесть, уже косточка 7 на Рави. Жесть. Че на Рави 7 косточку дают?
Конечно, не хотелось очень на зебру, чтобы выпадал, но ладно. Ну и последний, давайте откроем легендарный сундук. Правда, зря это делаю. Надо было подождать, когда качну нашего прекрасного Павлилина. Как же не лагает игра, ну подпусти, ну не души. Ну, открываем и... О, как неожиданно! Какая игра, ребят, ну вы это видите, а? Вот как это назвать? Просто легендарные сундуки в никуда. Кстати, возможно, судя по тому количеству наград, у нас сейчас будет еще один первобытный инстинкт. Да, похоже, он будет. Надеюсь, в этот раз анимации... О, как неожиданно! Косточка и бинт 3 раза подряд не выпадало, да? Неожиданно, Вот понимаете, вот насколько это забаганная игра, что здесь выпадают предметы одинаковые просто 3 раза подряд. Это нечто. Это нечто. Ладно, открываем. А тут анимацию показали. Ну, конечно, а чё? Вот, кстати, прекрасная гвоздь программы. Ну, это потом мы прокачаем Яру на 13 уровень. Он у меня сейчас 12. Тоника, кстати, не сможем прокачать. Он жетонов еще не накопил. Вот она, первобытный инстинкт на Яру. Прекрасно. Ну, а мы сегодня будем играть за волк. Да. Вот он, волк. 12 уровень. Конечно, рейтинг маловатый. Пора бы на него сделать нормальную сборку. Чего мне не хватает на волке? Подвижности капец как не хватает, но с таким ботинком, 9, да? Стоит ли оно того? Кто ж его знает. 2 секунды такой себе. Опять же, что из этого можно заменить? Бинт. Оставляем такую сборку и вперед. Сигналик цветов, кстати, 8 можно было оставить бы, наверное. Ну да ладно. Поиграем в командных боях. Надо хоть использовать немножко лучше первобытный инстинкт. Что ему, кстати, по первобытному инстинкту? Там написано, мне кажется, неправильно, потому что как он может ослаблять врагов, если враги не в кругу? Он доевал вроде бы что-то другое. Я поищу, попробую информацию об этом после этого боя. На паузе как-нибудь это замучу и расскажу. Поэтому не теряйте, как говорится, ребятки. Ну ладно. А, я вспомнил. Первобытный инстинкт дает стаки. То есть он накладывает больше эффектов, чем накладывал до этого. Понимаете, в чем прикол? То есть вот такой вот волк стал. У меня сейчас баг с воем. Я попробую, кстати, тоже перезапуститься. Возможно, баг пройдет. Но то, что он воет, типа, и снижает защиту противникам, это неправда. Он сейчас дополнительные стаки накладывает. И, типа, делает первобытный инстинкт, точнее, активный навык сильнее. Насколько сильнее, это уже другой вопрос. Потому что точных цифр нету. Как неожиданно, да? Точных цифр нет. Ну, то такое. Ладно, у нас тут противнички повылазили. Ух. Никс, конечно, заберет у меня легендарный дроп, но это же его обязанность, да, он же для этого в игру и заходит. Как неожиданно, да? Ну, что поделать, что поделать. Давайте немножко повоем. Давайте повоем, кстати, на максимум, посмотрим, что будет. О, видите, какие... Ля-ля-ля, красная луна. Вот такой вот волк. Не знаю, какие там сейчас увеличения урона. Если успеем, то затестим. Я, в принципе, уже достаточно близко здесь. Но вряд ли я успею затестить. Хотя, смотрите, вот. Ну, кстати, долго висит. Посмотрите, как долго висел. Сейчас бахнем по нашим союзничкам. Активный навык. К сожалению, мне откидывает. Не очень приятно, но что поделать. Бахаем активный навык. Правда, не бахается немножко. Но суть в том, что чем чаще нажимаешь, тем он чаще усиливает. И поэтому твои союзники постоянно под ним находятся. Ну, более-менее постоянно, да? И могут жестко растащить. Но в реальности это как-то надо использовать, но сложно, сложно. Это надо со своим сквадом, со своими ребятами, типа, адекватными. Тогда да, тогда можно будет прям на максимум его использовать. А с рандомами это такое. Но все равно это интересно. Хотя, мне кажется, он павлину будет проигрывать по силе и мощи. Все-таки павлин это имба. Чувствую. Ну, там копье бобра это уже о многом говорит. Если бы волку дали, не знаю, что там волку могут дать, чтобы он стал имбой. Гениально. Как вам, ребята, а? Запрыгнуть в огонь и умереть. Это было гениально. Блин, жалко, сандали святого нет. Но я видел волка, кстати, через ботинок, который играет на высоком уровне. Ну, такое. Неплохое. Динамичность ему дает, а с тем, что у него копье ближнее, круговое, гранатка тоже достаточно ближняя, хоть и прокачал на дальность. Ну, получается нормально, достаточно. Но опять же. Ну вот, гранатка, да? Через речку достанет, как бы. Вопросики? А нет их. Ну и типа ты на ботинке врываешься. Вроде неплохо. Орел у нас, кстати, там палит. Орел, ты чё такой бык? О, кстати, с легендарным скином, красавчик.
Красавчик орел. Домой. Все. Отправили волка. Точнее, отправили орла домой. Сейчас я быстренько перезапущу зубы. Для вас это будет всего лишь 1 секунда. И надеюсь, некоторые вещи починятся, которые у нас в игре есть. Типа звука, вот то, что от активного навыка. Первобытный инстинкт, для вас более подробную информацию найду. И мы продолжим. Итак, ребятки, мы продолжаем. Почитал я инфу про волка. Самая точная, как говорится, инфа, что же делает первобытный инстинкт. Он увеличивает количество зарядов, которые можно применить воем волка, и сокращает время активации, увеличивает длительность положительного эффекта. То есть, что по сути? Зарядов больше, то есть, по идее, усиление выше. Кастуется, то есть, произносится вот этот активный навык, нажимается быстрее, раньше нажимался с задержкой, достаточно долго, на самом деле. Возможно, и отжимается тоже быстрее, но это не точно. И действует, как вы заметили, особенно при максимальном вое, он очень-очень-очень долго. Не воет все равно. Зато появилась вот такая вот штука, типа эти блестки. Ну вот такой вот волк. Офигенный, конечно, баф, и скорость, и урон. Классно. Классно, главное его реализовать хорошо. Ну, долго висит достаточно. Вот я сколько кастанул, уже секунд 10 прошло, до сих пор висит. Если не дольше. Так, убиваем пока что готиков. Мы же, кстати, будем идти за легендарным скином на фламингосиков. Если все будет хорошо и ничего не случится неожиданного. Так, ну, произносится вроде да, быстрее, отжимается так же криво и неудобно. Поэтому страдаем. Страдали и будем страдать. Ну, конечно. Как неожиданно, да? Как неожиданно Никс. Какой урон, да? Это у меня усиление, почему-то я, кстати, двигаюсь очень медленно. Под усилением даже. Повоем немножко. Красивенько. Ботиночек надо использовать, я забываю про него. У него эта команда такая... просто мне так... Вот смотрите, сколько меня сейчас противников душит. А у меня уже аптечек нет, как бы. Да, я ничего сделать с этим не могу, потому что... Ну, вы видите, да? Какие у меня союзники, какие противники. То есть противников трое, с 3 сторон нападают, а я здесь один. А мои союзники просто не пойми где. Жесть, Ник с сандалями святого. Какого там 3-го уровня, да, был? Серьезно? Так, аптечку я нашел. Не могу, кстати, сейчас ничего сделать. Ну, они меня просто окружают, моя команда, смотрите, они просто стоят. Смотрите, да этот... Какие же они... Я первый раз вижу такую команду. Вот понимаете, насколько это убого? Ну как, они просто стоят рядом, ничего не делают. Максимально ничего не делают. И меня с 3 сторон закидывают гранатами. О, смотрите, раз. Все, остальные гении умерли, да? Как неожиданно. Ну, короче, ладно, бывает такое. Идеальные бои в зубе, да. Слишком много я хочу от этих боев. Ну что ж, давайте, наверное, закончим на стандартном бою. Да. Используем один раз его. Просто хочется как-то затестить все-таки первобытный инстинкт на более жестком варианте. Соло-бою. Соло-бою, да, именно так. Я думаю, это будет удобней. В плане того, что никакие команды мне больше не помешают. Из гениев состоящие. Очевидно. Ну, кстати, можно сейчас повыйти, посмотреть, сколько будет разница по урону по боту, да? Ну, тут ему... Ну, разница есть. Процентов 15 накинулось. Кстати, видите, он пассивки там показывается мне. Жирафчик здесь, ты где? Понятно. Тяжеловато будет, конечно, соло играть, но что поделать. Надо как-то пытаться от этого играть и тащить. У меня все-таки 12 уровень, как бы, а меня он в прошлом бою просто 3-й, 5-й убили. Ну, потому что у нас баланс в игре такой, да. Прекрасный, идеальный баланс. Он просто стоит на месте. Он мне сейчас не даст, да, залутать? Я так правильно понимаю? Не, он слишком слабенький. Слишком слабенький жираф. Ладно, давайте повоем. Домой. Ну вот ботинок для этого и нужен, в принципе, волку. Чтобы в соло-боях такое нивелировать. По-другому, как вы понимаете, я бы не затащил жирафа, скорее всего. Он бы меня вынес. Ну, он слабенький был, новичок. А мы-то 12 уровень. Ну, блин, если вот раньше берешь 12 уровень, то ты понимаешь силу, мощь, а тут с волком как-то тяжеловато.
Ну реально, он больше, наверное, все-таки командный игрок. Такой, больше, знаете, как поддержка. То есть хп у него не так много. Надо, кстати, будет глянуть когда-нибудь после боя, наверное. Поэтому ему тяжело выживать. Он какой-то такой ватненький немножечко становится, потому что когда дальники его просто так на халяву раскидывают, это тяжело. Давайте повоем, наберемся силы и выбежим за этими ребятами. На фулку, наверное, повоем. Хотя нет, не на фулку. Какой же ты шустрый, какой же шустрый. У меня просто слов нет. Стеночку. Серьезно? Серьезно? Вы посмотрите, жесть, да? Что с ним не так? Я не понимаю. Ну и иди сюда. Как он там живет? Вот вы мне объясните. Что это? Почему аптечка выпала туда, а не сюда? Какие приколы интересные в этой замечательной игре. Ох уж зубы, как всегда. Не перестает удивлять. Повоем, в общем, на фулочку. Блин, долго это, конечно. И без звука, да. Ну что могу поделать? Игра так сказала, решила. У зоны звук есть, а у волка нету. Ну, нормально, да. Попробуем реализоваться сейчас немного от густов. Там все-таки два противника еще. Непонятно, где они. Ага, понятно. Вижу льва, не вижу препятствий. Так, ну, Левчанский, залетай. Хамелеон сейчас меня попробует убить здесь. Но у него нет шансов. Конечно, он первый залутал. А чё ему, да? Действительно. А чё это Хамелеону не парится? У него проблемы будут. Я как бы жестче в любом плане. У меня сейчас урон очень бешеный. Его бонусы за счет уровня не помогут сейчас вообще никак. То есть он сейчас очень много урона получает, потому что у меня вой очень жесткий. Вой очень сильно добавляет урон. Не знаю сколько, наверное, обычно там 25-30%. Стоит, наверное, на углу. Ну вот, видите? Вот, ну, кстати, видите, старался до последнего. Хороший Хамелеон, хороший. Но волк все-таки за счет своего урона по имбове будет. За счет усиления, которое он может себе дать, пока там Хамелеон где-то бегает. Вот такие дела, ребятки. Сейчас посмотрим хпшку волка. Оценим его как персонажа по итогу. Но опять же, оценивать его рано, надо рейтинг сначала. 6500. 6500, 12 уровень. Давайте Тони глянем. 6500. Тони достаточно жирный для своего уровня, хотя, ну, плюс-минус, да. Яра, давайте, она все-таки у нас самая мало хпшная, 4500. То есть средний класс. Волк у нас среднячок получается. Не толстенький, но среднячок. Это нормально, я считаю. Ладно, на этом закончим. Вот такой вот 12-й волк, вот такое сегодня открытие сундуков. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.